Императорские пингвины, величавые обитатели Антарктиды, удивляют ученых уже не одно столетие. Эти невероятные птицы ежегодно совершают путешествия от кормовых морей к родным льдам, чтобы ядром холодной зимы высиживать потомство. Их инстинкт ведет их через ледяные пустоши к избранным местам размножения, расположенным порой в сотнях миль от привычных мест обитания. Чем именно руководствуются пингвины в своих перемещениях – загадка. Возможно, они следуют и визуальным ориентирам, и звуковым сигналам, а может, полагаются на опыт и социальной динамики внутри колоний. Первые научные исследования, начатые еще в XIX веке экспедицией Беллинсгаузена, старались раскрыть секреты их путешествий и выживания в столь суровых условиях. Однако ни одно исследование пока не дало однозначного ответа о всех причинах их перемещений. Каждое путешествие императорских пингвинов таит в себе природное чудо, показывая нам, как выживание и размножение могут быть тесно связаны с интуицией и адаптацией. Какой сюрприз может поджидать нас за следующим поворотом их ледяного пути? Откроется ли новая тайна, покоряющая своей неизведанностью? Слоны поражают своими когнитивными способностями. Среди них особенно выделяется азиатский слон по имени Косик, который стал знаменит благодаря своей способности имитировать человеческую речь. Да, вы правильно услышали, этот поразительный слон смог воспроизвести 6 корейских слов, которые усердно повторял за своими дрессировщиками. Однако стоит отметить, что эта вокальная мимикрия встречается крайне редко и не подтверждает, что слоны понимают значение произносимых слов. Это феномен скорее из области удивительной способности к имитации. Однако не только этим славятся слоны в сфере коммуникации. Научные исследования показали, что они способны использовать уникальные звуковые имена, чтобы общаться друг с другом, свидетельствуя о глубоком уровне социальной организации и высоких когнитивных возможностях этих величественных существ. Представьте себе, что в группе слонов каждый имеет собственное звуковое имя, на которое откликается, подобно нашему пониманию личных имен. Столь сложное поведение оставляет много вопросов, и в будущем нас, возможно, ждут новые открытия в понимании этих интеллектом одаренных существ. А теперь погрузимся глубже туда, где океан полон загадок, и светящиеся существа мистериозно используют свои способности для выживания в темной бездне, открывая нам еще одну удивительную тайну природы. В глубинах океана, где свет почти не проникает, обитают удивительные создания, обладающие способностью светиться. Глубоководный удильщик, например, использует биолюминесценцию. Явление, когда химические реакции в теле рыбы создают свет. Этот свет испускается приманкой на первом луче спинного плавника, привлекая к себе ничего не подозревающую добычу, а также отпугивая хищников. Интересно, что биолюминесценция у этих рыб связана с хемилюминесценцией и иногда дополнительно усиливается биофлуоресценцией. Это природное световое шоу участвует не только в охоте, но и в коммуникации внутри вида. Однако, помимо своих световых трюков, глубоководные рыбы оснащены еще одной уникальной способностью. Выяснилось, что у них развито цветное зрение, особенно в синем и зеленом спектрах, благодаря множеству генов апсинов. Это позволяет им ориентироваться в полном мраке и заметно повышает их шансы на выживание. В научном мире продолжаются исследования, чтобы понять всю гамму приспособлений и выживания этих глубоководных существ. Оказывается, природа подарила им больше возможностей, чем могло казаться на первый взгляд. Но оставим тайны океана и переместимся к тем, кто маневрирует в темноте с несравненной ловкостью, демонстрируя удивительные способности навигации в ночи. Очередное открытие не оставит вас равнодушными. Летучие мыши – истинные эксперты ночного полета, и в этом им помогает феноменальная эхолокация. Некоторые виды, к примеру, листоносы, издают ультразвуковые сигналы через нос, а другие делают это ртом, иногда даже создавая щелчки крыльями. Эти сигналы отражаются от объектов и возвращаются обратно, помогая мышам формировать трехмерную модель мира даже в кромешной тьме. Они могут достигать частоты свыше сотни щелчков в секунду, а количество может доходить до нескольких сотен, обеспечивая им невероятно детализированное восприятие окружающей среды. Эти сигналы уходят в воздух с громкостью звукового удара до 140 дБ, но мыши мудро защищают свои уши. Сокращением мышц среднего уха они предотвращают возможное повреждение от своих же криков. Интересно, что эхолокация служит не только для ориентации, но и для общения. Некоторые виды способны различать пол своих сородичей, используя те же ультразвуки, обозначая их социальное назначение. Важно отметить, что эхолокация находит свое применение не только у летучих мышей. От дельфинов
дельфинов и нарвалов до землероек и ночных совок, многие животные используют этот удивительный метод навигации. Исследования последних десятилетий только начинают раскрывать все грани этого биологического инструмента. Пока мы углубились в удивительный мир эхолокации, стоит подчеркнуть, что следующие открытия будут не менее поразительными. Мы приблизимся к светающей сторону путешествий по миру социальных зданий, созданных настоящими архитектурными мастерами природы, чьи строения удивляют своей сложностью. Термиты удивляют своими инженерными способностями. Их термитники представляют собой сложные архитектурные сооружения. Это не просто куча земли, а настоящие климат-контрольные комплексы с вертикальными вентиляционными каналами и сложной системой туннелей. Эти воздуховоды работают как дыхание термитника, перемещая воздух в зависимости от температуры и времени суток. Теплый воздух поднимается вверх, а свежий, более холодный, затягивается через боковые каналы. Таким образом, термитники поддерживают оптимальные условия для выращивания грибов, которые составляют основную часть их рациона. Внутри этих сооружений расположены специальные камеры, грибные сады. Создавая и поддерживая эти экосистемы, термиты демонстрируют невероятную координацию и разделение труда. Рабочие термиты работают как единый организм, совершенствуя свои знания при помощи врожденных инстинктов. Кроме технической сложности конструкции, термитники поражают еще и размерами. Некоторые достигают высоты нескольких футов, практически сопоставимые с небольшими домами. Этот сложный симбиоз насекомых и грибов демонстрирует, как невероятно продуманы процессы природы. Продолжая наше интригующее путешествие по удивительному миру животных, мы встретим не менее поразительных созданий, чья хитрость и интеллектуальные способности заставляют задуматься о границах собственных возможностей нашего разума. Вороны не уступают интеллектам человекообразным обезьянам, и это утверждение проверено множеством исследований. Немецкие ученые провели систематическую оценку их когнитивных способностей, и результаты впечатляют. Эти птицы обладают невероятным умением решать сложные задачи без предварительного обучения. Одна из их феноменальных способностей — использование нескольких инструментов в определенной последовательности, чтобы добыть лакомство. Вороны безупречно справлялись с такими тестами, требующими памяти и планирования, зачастую с первого раза. Но это лишь начало. Вороны показывают удивительное стратегическое мышление, откладывая пищу и инструменты для будущего использования. Они ориентируются не только на текущую выгоду, но и на дальнейшие перспективы, что подчеркивает их сложное планирование. Эти птицы также поражают своими социальными навыками. Они могут запоминать других особей, манипулировать информацией и даже проявлять эмоции, такие как радость или осторожность. Их способность к абстрактному мышлению позволяет им связывать символы с вероятностью награды. Это статистическое мышление помогает воронам принимать более выгодные решения. Каждое новое исследование добавляет грань к портрету этих интеллектуальных пернатых, открывая наше сознание к удивительным возможностям природы. Мы только начинаем осознавать, насколько глубоко можно заглянуть в загадки разума этих птиц. Следующий этап нашего путешествия откроет вам еще более поразительные истории удивительных созданий. Гепарды — настоящие чемпионы скорости среди животных. Они могут разогнаться до 70 миль в час, что примерно 110-120 км в час всего за 3 секунды. Это невероятное ускорение достигается благодаря гибкому позвоночнику, длинным ногам с шагом 6-8 метров и мощному сердцу, которое увеличивает приток крови и кислорода. Но не только это делает гепарда совершенным хищником. Их жесткие когти помогают удерживать сцепление с землей во время крутых маневров, а длинный хвост служит рулем для балансировки на поворотах. Охота для гепарда — это молниеносный спринт. Перед рывком они тихо подкрадываются к добыче, внимательно выбирая момент для атаки. Важна каждая секунда. Ошибка может стоить им энергии, а охота длится всего 30 секунд. Гепарды должны ловко изворачиваться и резко менять направление, работая хвостом и ногами для удержания равновесия. Но, несмотря на все способности, эти хищники сталкиваются с конкуренцией. Львы и гиены могут отобрать добычу, поэтому гепардам нужно быть не только быстрыми, но и стратегически мыслящими. Их навыки выживания и тактика продолжают поражать и вдохновлять, являясь прекрасным примером мощи природы. Теперь, покинув мир скорости и стратегий, мы отправимся на встречу с существами, для которых время — это не враг, а друг, раскрывая загадки их долголетия и секреты постоянного обновления в мире, полном перемен. Черепахи — настоящие символы долголетия на планете, и этому есть конкретные примеры. Галапагосские черепахи, известные своими научными именами как Chelonoidis nigra, могут достигать 175 лет. Невероятная продолжительность жизни, подтвержденная генетическими исследованиями. Сейшельские гигантские черепахи из рода Aldabrachylis gigantea также славятся долголетием, нередко живя более 100 лет.
Их секреты кроются в замедленном метаболизме и уникальных генетических особенностях, таких как дополнительные копии генов, ответственных за подавление опухолей и регенерацию клеток. Неудивительно, что такие адаптации позволяют им минимизировать риск развития заболеваний, включая рак, который поражает менее 1% черепах. Эти защитные механизмы ДНК снижают клеточный стресс и замедляют процессы старения на клеточном уровне. Черепахи обладают сильными регенеративными способностями, что позволяет им эффективно справляться с внешними физическими воздействиями. Их генетический код и уникальные биологические адаптации не только увеличивают продолжительность их жизни, но и делают этих рептилий интереснейшей моделью для изучения старения и противораковых механизмов. В то время как мы продолжаем изучать загадки долголетия черепах, их способность жить столь долго и успешно адаптироваться к условиям природы впечатляет. Следующая часть нашего путешествия познакомит вас с существами, которые удивляют интеллектом в использовании инструментов, показывая, на что способен разум в животном мире. Это будут откровения, не оставляющие равнодушными. Обезьяны поражают своей изобретательностью, особенно в использовании инструментов для достижения целей. Например, капуцины в Бразилии выбирают камни для разбивания орехов, таких как орехи пальмового дерева. Они сознательно подбирают нужную форму и вес камня, показывая впечатляющий уровень манипулятивного интеллекта. Такие действия демонстрируют их способность к приспособлению и использованию окружающей среды. Шимпанзе также впечатляют своей изобретательностью. Они превращают веточки в щупы, обдирая листья и используя их для извлечения термитов из насыпей. Этот находчивый процесс требует внимания и мастерства, подчеркивая сложность их когнитивных навыков и способность к обучению. Особенно интересно, как обезьяны передают свои знания и навыки следующим поколениям, формируя культурные традиции. Исследования показывают, что шимпанзе и бонобо обладают социальными структурами, где такие навыки передаются наряду с уникальными культурными обычаями. Эти передачи знаний демонстрируют не только высокий интеллект, но и развитые социальные связи. Хотя когнитивные способности приматов во многом сходны с человеческими, именно человеческий язык остается уникальной чертой. Этот аспект эволюции демонстрирует, какие удивительные пути прошли обезьяны в развитии понимания окружающего мира. Завершая наше погружение в темы интеллекта и коммуникативных навыков, давайте откроем двери в водное царство, где обитают настоящие мастера выживания, одновременно завораживая и пугая своим великолепием. Морская оса, представитель группы кубомедуз, известна как одно из самых опасных существ мира. Этот маленький морской хищник, обитающий в водах Австралии и Юго-Восточной Азии, обманчиво коварен. С ее прозрачным, почти невидимым колоколом диаметром до 35 сантиметров и щупальцами длиной до 10 футов, морская оса незаметно приближается к своей добыче, чтобы внезапно нанести удар. Маскировка — ее естественное преимущество. Яд морской осы поражает нервную систему и сердце, вызывая острую боль и может вызвать остановку сердца, если помощь не будет оказана незамедлительно. Эти токсины не только защищают медузу от хищников, но и парализуют ее добычу с поразительной эффективностью, позволяя ей управлять водной стихией безраздельно. Не всякий, кто сталкивается с этой кубоосе, способен понять, насколько быстро происходит воздействие ее яда. Сезон активности морской осы совпадает с влажным сезоном с октября по апрель на севере Австралии и с ноября по март на юге. Понимание этих циклов и территорий помогает избежать фатальной встречи с этим морским обитателем. Мир природы богат на удивительные адаптации, но теперь нас ждет путешествие в иные уголки нашего мира, где маленькие создания коллективно строят структуры, поражая воображение своим сложным устройством и тактикой выживания. Эта история обещает вызвать восхищение и задуматься о том, как много еще может нас удивить в мире природы. Муравьи по-настоящему впечатляют своей координацией и эффективным распределением ролей внутри колонии. Муравьи-солдаты, например, это особая каста, созданная для защиты колонии с помощью своих массивных челюстей. Эти воины развились эволюционно, чтобы служить защитным барьером, отгоняя врагов. Структура колонии управляется не сознательным планированием, а взаимодействием через химические сигналы и феромоны, позволяющими колонии функционировать как единый суперорганизм. Поведение муравьев напоминает хорошо слаженную оркестровку, где каждый участник четко знает свою партию благодаря генетически заложенным инстинктам. Муравьи-солдаты, хотя и специализированы на защите, не часто участвуют в охоте. Добыча пищи и забота о потомстве, как правило, лежит на плечах рабочих муравьев. Специализация и обязанности могут меняться в зависимости от вида, что делает каждую колонию уникальной экосистемой.
Структура муравейника — это шедевр природы. Он не просто является местом обитания, но включает чайки для запасов пищи, камеры для личинок и даже специально отведенные зимовальные зоны. Среди гигантских муравейников встречаются такие, где колонии разрастаются до формирования дочерних семей, расширяясь и усиливая весь муравьиный город. Муравьи — пример того, как коллективное взаимодействие создает невероятную гармонию, поддерживаемую химическими и сигнальными коммуникациями. Пока вы удивляетесь мудрости этих маленьких существ, приготовьтесь заглянуть в мир, где каждая нота имеет значение, а голоса жителей глубинных морей передают послания сквозь толщу воды. Этот океанический хор прозвучит совершенно по-новому, удивив своими невероятными мелодиями. Киты — удивительные певцы водных просторов. Горбатые киты известны тем, что их сложные арии могут длиться от нескольких минут до десятков минут, повторяясь и изменяясь со временем. Эти звуковые шедевры насыщены сложной структурой, где прослеживаются статистические закономерности и элементы, схожие с грамматикой человеческого языка. Хотя о рифмах, как в поэзии, речи не идет. Звуки китов играют ключевую роль в социальных взаимодействиях, особенно в период брачных игр. Они помогают привлекать внимание самок, создавая глубоко личные и характерные мелодии. К каждому сезону песни меняются, что отражает культурное развитие китов и их способность передавать знания следующим поколениям. Однако эти морские музыкальные композиции не связаны непосредственно с изменениями в миграционных маршрутах. Вместо этого они эволюционируют культурно, представляя собой комплексные социальные сигнализации, которые постепенно распространяются от одного кита к другому. Исследователи зафиксировали, как новые элементы песен путешествовали через популяции, добавляя новые оттенки и изменяя музыкальные острова. Научные открытия в этой области освещают сложные миры китовой коммуникации, показывая, как акустические послания переживают шумовое загрязнение океанов, продолжая удивлять своим великолепием и адаптивностью. Изучение китовых песен напоминает нам, что уникальность живой природы безгранична, и каждый новый факт открывает новые горизонты для исследования.